Здравствуйте, весы! Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданности. Будут у нас еще советы, предупреждения. И в конце расклада будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, весы. Недели с 14 по 20 февраля. Да, деньги к вам прилетят. Да, здесь какие-то денежные переводы, может быть, из-за границы или через интернет. Да, безнал. Здесь у нас еще вот в деньгах ложится рыцарь жезлов. Тут могут быть траты для кого-то на какое-то путешествие. Но здесь что-то может быть все-таки связано с финансами, потому что это может быть какая-то командировка зарубежная для кого-то, работа с иностранцами, может быть какое-то выгодное соглашение вот по бизнесу. Может быть, это еще карта говорит об удачных вложениях во что-то, и сейчас вы начинаете получать прибыль. Но опять, смотрите, у кого-то, может быть, это зависит от работы, например, на автомобиле. Может быть, вы, например, дальнобойщик вот для мужчин. Или операции совершаете, вот опять же, с зарубежными компаниями. У кого-то может быть очень выгодная поездка, но и опять она принесет вам хорошую прибыль. Также здесь могут быть какие-то расширения. Вот тройка кубков в работе – это объединение. Но здесь больше 2 человек. Это может быть какое-то слияние нескольких компаний. Или вы вместе, например, с 3 людьми будете объединяться и работать, например, над одним проектом. Да, для женщин здесь может быть известие о беременности. Хорошо, но в любом случае здесь какие-то очень хорошие подвижки. И, скорее всего, связаны с финансами. У кого-то могут прийти известия. Например, если кто-то собирался уезжать в эмиграцию, да, здесь может поездка состояться. Но опять это куда-то далеко. Хорошо. Дом, семья. Тут какая-то у вас большая нагрузка, 10 жезлов. Ну, карта может говорить, что или очень много работы по дому, или какие-то обязанности, ответственность. То есть вот человек тащит вот эти жезлы. Он сам себя нагрузил или его кто-то нагрузил. Может быть, эта карта говорит, например, о генеральной уборке или об окончании ремонта, строительства. Вот нужно навести порядок. Может быть, кто-то здесь куда-то переезжает, смена места жительства. То есть это карта, например, переезда. Собрать вещи, перевести, разобрать вещи. Также в вашем доме, в семье может быть какая-то финансовая проблема, например, много кредитов или долгов. Вам должны, вы кому-то должны. Но мы здесь поняли, что если вы ждете какие-то деньги, они на этой неделе придут. Но опять же, откуда-то издалека или переводом. Ну, давайте одну карту. Да, здесь она, вот особенно для мужчин, потому что в отношениях здесь император ложится. Может быть, все-таки вот карта говорит, что мужчина чересчур много обязанностей и ответственности на себя взвалил. Да, вы выдержите, но стоит ли так нагружать себя? Ну, что-то связано с домом, да. Вот я говорю, закончить что-то или навести порядок, создать вот этот гармоничный очаг. Или, например, для кого-то из весов, для женщин, может быть большая ответственность за детей. Очень много каких-то
планов по поводу ваших детей. Может быть, у кого-то здесь какой-то праздник, это вот подготовиться к празднику. Также это вот переезд. Или еще детей забрать, накормить, куда-то опять отвезти, подождать, опять привезти. То есть вот заниматься интересами ребенка или даже нескольких. Но больше думается, что-то связано с вашим домом. Может быть, вот реально вам нужно на этой неделе привести в порядок, например, ваш дом. Да, ну, десятка всегда говорит, подумайте, стоит ли так себя нагружать. Может быть, не взваливайте все на себя, а разделите это с вашими домочадцами. Отношения, ну, для тех, кто уже стоит в браке, здесь император, здесь мужчина является главой семьи. Скорее всего, это доминант, и он требует подчинения. Но в то же время этот человек, который решит любые проблемы, под его чутким руководством все будет хорошо. Если меня смотрят женщины, да, может быть, мужчина ваш такой вот хозяин и требует от вас подчинения. А вообще император на мужчину в отношениях накладывает роль отца, мужа. Или если вы были в отношениях, то здесь, может быть, мужчина принимает какое-то решение по поводу ваших отношений. Это может быть решение жилищного вопроса, может быть получение предложения руки и сердца, или здесь мужчина меняет роль и становится отцом, или решает финансовые вопросы. Ну, давайте мы уточним. Также это может быть влияние отца, может быть помощь. Да, здесь мужчина исполняет какое-то желание. Что-то, что вы хотели, потому что в совет предупреждения у нас ложится дьявол, да, это какое-то страстное желание, но что-то связано с материальным миром, с финансами. Для тех, кто был в поиске, здесь встреча. Мужчины сами будут покорять какую-то даму, но здесь очень приятные встречи, свидания, любовь. Это наслаждаться обществом друг друга, хорошо проводить время. Кто-то из женщин получает предложение руки и сердца, готовится к свадьбе. Кто-то узнает о том, что вы скоро станете родителями. Может быть, у кого-то из весов, кто находится в браке, исполняется ваша мечта, может быть, какая-то поездка дорогая, на какие-то острова, отдых. Или у кого-то решается вопрос по императору, это может быть власти другой страны, может быть, решается вопрос с эмиграцией. Но в любом случае тут деньги будут тратиться на какую-то поездку. Работа. Ну, я тут практически уже сказала. Если вы над чем-то трудились, скорее всего, не в одиночестве, то эта карта говорит, что вы добиваетесь какого-то успеха, собираете урожай тех трудов, куда вы вкладывались. Но здесь работа в какой-то команде. Или у кого-то из весов произойдет с кем-то объединение. Но опять же, это к лучшему. Кто-то может куда-то отправиться в дорогу. Это может быть, как я говорила, командировка, но очень выгодная, да, вы хорошо заработаете. Или это поездка в отпуск, например, всей семьей. Может быть, кто-то из весов сейчас решит отдохнуть. Ну, а также у кого-то решается вопрос с эмиграцией. Это получение результата, получение документов, если вы куда-то подавались в свое резюме, ну, скорее всего, куда-то далеко. Хорошо. Да, кто-то еще, может быть, будет тратиться на автомобиль. Это может быть покупка, может быть, это что-то, какие-то вещи для автомобиля, может быть, ремонт. Ну, как бы ремонта я здесь не увидела. А еще это может быть трата на какого-то специалиста. Например, дома что-то починить. Или вот если у кого-то здесь ремонт, строительство, может быть, это нанять специалиста, который наконец-то поможет вам завершить вот этот какой-то долго тянущийся процесс. Конечно, это может быть не просто специалист, а какой-то ваш друг, родственник. Тут единственное, что, может быть, все-таки траты будут на какие-то перевозки или переезды, ну, транспортные расходы. Не знаю, может быть, вам нужно будет нанять автомобиль, чтобы что-то привезти, перевезти или кого-то привезти.
Да, и в совет предупреждения дьявол. Здесь, как бы, знаете, она может говорить, что вы на этой неделе можете выйти из какой-то зависимости. Ну вот если здесь, например, были какие-то кредитные дела, то тут приходят финансы, и вы сможете вот выпутаться, да, из каких-то сетей. Ну, может быть, закрыть какие-то ипотеки, кредиты. То, что вас очень сильно напрягало, большая нагрузка была. Кто-то может наконец-то завершить вот этот вот ремонт, строительство. Тоже что-то вас тянуло постоянно. То есть вы зависели от каких-то обременений или от каких-то тяжелых обстоятельств. То есть вот на этой неделе вы можете себя от чего-то освободить. Еще, конечно, карта вам советует на этой неделе противостоять каким-либо соблазнам. Ну и если вы наконец-то закрываете кредиты, в следующий раз карта советует вам рассчитывать свои силы, чтобы вот не попадать в такие тяжелые положения. Хорошо. Ну давайте получим для вас совет. Весы, совет от оракула Королевы Луны на эту неделю. Abundance. Abundance — это изобилие. Карта говорит, воспользуйтесь этим временем изобилия. Оно будет находиться вокруг вас. И вас на этой неделе везде будут окружать какие-то очень хорошие возможности. Но вы должны быть открыты для получения для себя. Да, потому что иногда мы можем давать, но нам тяжело брать. Хорошо, давайте весы посмотрим. Ответ маятника для вас. Маятник, ответьте, пожалуйста, весам на неделе с 14 по 20 на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». У меня для вас все. Я желаю хорошей недели вам. Благодарю за просмотр. До свидания. Скорпиончики, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Какие события, основные события вас ожидают на этой неделе. В конце расклада у нас будет маятник. Он ответит на ваш вопрос, да или нет. Подумайте пока, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, скорпиончики, неделя с 14 по 20 февраля. Так, ну здесь может быть проблемы с финансами, или тут в любом случае какие-то денежные финансовые вопросы, может быть, по поводу там каких-то документов, недвижимости. Потому что здесь в доме у вас какие-то конфликты, может быть, даже война. И в отношениях десятка пентаклей. Вот не было бы горы, я сказала, что вы получите их крупную сумму или от какого-то перевода, или договор. Ну вот на какие-то деньги, скорее всего, вы рассчитывали. Но вот пока они не придут. Потому что гора говорит о каких-то преградах. Из-за этого, может быть, дома у вас возникнет конфликт. Также это могут быть какие-то наследственные дела, договора, сделки. Давайте мы эту пятерку уточним.
Здесь, может быть, кто-то обещал вам какие-то деньги перевести, но, скорее всего, это не произойдет. Давайте посмотрим, по поводу чего вы здесь будете конфликтовать. Да, Солнце у нас перевернулось. Ну, Солнце может говорить и о финансовых проблемах, да, это решение. Так, сейчас еще. Тут, скорее всего, карты говорят, не нужно ругаться. Да, вопрос вы этот решите, деньги придут. Вот может быть пока с замедлением. Здесь еще в совет ложится у вас король пентаклей. Тут или будет помощь от этого человека, да, вот туз пентаклей, это ведь у нас дар. Или здесь идет от него отдельный совет. Так. То есть конфликты-то все эти уйдут. Да, вот эта гора сейчас. Давайте. Может быть, это деньги откуда-то издалека, гора-то за границей. Тут какой-то контракт. Да, здесь может быть из-за свадьбы, конечно, еще. Ультиматум. Пятерка иногда говорит об ультиматуме. Но, в принципе, если женщина на этой неделе выставит своему возлюбленному ультиматум, или мы женимся, да, или мы расходимся, то она добьется желаемого. Но еще могут быть конфликты по поводу детей или по поводу недвижимости. Вот туз пентаклей и десятка пентаклей. Может быть, по поводу наследства. То есть карта говорит, что, может быть, вы с кем-то не договорились. Потому что гора – это недопонимание по поводу денег и по поводу каких-то документов. Но так как у нас договор-то лег, это может быть заключение брачного договора, это может быть вступление в брак. Также это может быть решение вопросов с жильем. Но в совет вам ложится король пентаклей. То есть, скорее всего, карта вам советует обратиться к специалисту, и это или банкир, или финансист, да, или же агентство недвижимости, но мужчина, или какой-то человек, который располагает какими-то средствами. То есть вот он может вот этот конфликт и недопонимание сгладить. И вопрос вы этот решите. У кого-то вообще здесь может быть рыбы и солнце. Да, может быть тут и вопрос с беременностью. Из-за чего ультиматум-то? Может быть, женщина на этой неделе узнает, что она в положении, и говорит, что ну да, уже пора расписываться. Да, здесь тогда подготовка к свадьбе и предложение. Но тут, смотрите, договор какой-то вы подпишете, да, вопрос решите, но с трудностями. Да, все-таки гора говорит, что очень много препятствий будет на пути, но в любом случае все разрешится в вашу сторону. Отношения, десятка. Ну, тут говорят, тут или наследственные дела, отношения каких-то финансовых вопросов с вашей семьей, родственники. У кого-то здесь смена статуса, может быть, вот конфликты были, может быть, с кем-то вы не сошлись характерами, с кем проживаете. Здесь вы решаете вопрос со своим собственным жильем. Ну, может быть, опять при помощи вашей семьи. Или вы получаете наследство. Также здесь обретение независимости. Например, вы зависели от родителей, да, становитесь независимыми. Вы были в отношениях, принимаете решение пожениться. Также это прибавление в семействе. А если вы были в поиске, то карта говорит, что вы меняете статус, становитесь возлюбленной или возлюбленным. Здесь может быть знакомство по переписке. Почему гора ложится? Между вами может быть какое-то расстояние. Давайте мы эту десятку пентаклей уточним одной картой. Ну, вообще ложится ваша карта. Ну, для женщин она говорит, что вы тут то ли вы получаете... Ну, вообще у нас королева кубков – это дама любви. То есть это все, что я озвучила. Еще эта карта, как правило, показывает беременную женщину. То есть вы обретаете статус. А в статусе кого вы смотрите по своим обстоятельствам. Потому что все-таки расклад общий. Работа. Но здесь карта показывает очень
знающего специалиста. Он хорошо разбирается в том деле, которым занимается. Еще, может быть, она говорит, что вам нужно будет на этой неделе составить с кем-то переговоры, может быть, вот по поводу заключения какого-то выгодного контракта. Но все-таки стоит гора. То есть какие-то препятствия есть. Например, человек из другой страны. А гора может показывать, что вы говорите на разных языках, значит, вам нужен будет переговорщик, посредник, который умеет разговаривать на том языке, какой контракт вы здесь заключаете. Тогда вот эта гора уйдет, который является препятствием для взаимопонимания. Если здесь какие-то большие деньги на кону, и нужно подписать какой-то договор, вы его подпишете. Может быть, здесь вам нужно будет или самим проявлять красноречие. Потому что маг, да, это очаровать собеседника, уболтать. Это умение договариваться, умение коммуницировать. Или же все-таки вам нужно будет воспользоваться услугами какого-то специалиста. Может быть, это юрист. Или, опять же, как я говорю, переводчик. Да? То есть вот тут или ваши активные действия, или какой-то человек поможет вам выгодный контракт получить. Если вы в поиске, то здесь карта говорит, да, проявляйте активность. Опять же, посылайте свое резюме. Приходите на собеседование. И есть шанс получить работу. Причем очень даже денежную. То есть вот гора, это может быть еще ваша собственная преграды, да, вот боюсь я там с кем-то поговорить, а вдруг меня не поймут, или какие-то смущения. Но вот здесь вот карта говорит, если вы берете вот эти колебания, да, сами себе не будете мешать, тогда и есть шанс получить хорошую работу. Может быть, здесь еще с протекцией какого-то короля пентаклей. Может быть, у вас есть такой человек, который поможет вам найти хорошую работу или заключить выгодную сделку. Финансы. Здесь карта может показывать, человек ищет дополнительный источник дохода. Здесь вы можете найти или одноразовую работу, или неофициальную, или, может быть, как дополнительный заработок. Также двойка говорит о правильном распределении ресурсов. Если у вас тут какие-то покупки, например, недвижимости, то карта вам советует не покупать сразу, а поторговаться. Или все-таки посмотреть, где есть хорошие скидки или более выгодные условия. А совет король пентаклей – это человек, который не будет рисковать своими средствами. Если вы здесь покупаете недвижимость, может быть, вам карта советует обратиться к специалисту. Скорее всего, это будет мужчина. Может быть, риэлтор. Также по деньгам, по финансам. Если этот человек вам что-то предложит, соглашайтесь. А если что-то посоветует, то прислушайтесь. Это пойдет на пользу вашему финансовому благополучию. Хорошо. Скорпиончики, давайте получим для вас совет. Королева Луны на эту неделю. Self-love – это любовь к себе. Да, карта говорит, что нужно повышать любовь и уважение к себе. Когда мы ценим и уважаем себя, то и другие люди также начинают относиться к нам. Постарайтесь не сравнивать себя с другими людьми. Оцените себя такой или таким, какой вы есть. Такой для вас совет. Давайте получим ответ от маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам на неделе с 14 по 20 на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». У меня для вас все. Я желаю вам хорошей, удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Стрельцы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Основные события этой недели.
В конце расклада у нас будет маятник. Если есть у вас какой-то вопрос, подумайте о нем и посмотрим, что нам ответит маятник. Стрельцы, дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансовые вопросы, совет, предупреждение, Таро. Так что у меня все карты перевернуты. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность. Стрельцы, недели с 14 по 20 февраля. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Да, что-то у вас неделька не из легких. Но вы знаете, перемены-то грядут уже, просто вы их пока не видите. Здесь у вас что-то или в семье, в доме, или в отношениях с кем-то. Здесь могут быть неприятности из-за каких-то третьих лиц. У кого-то, может быть, в семье, в доме, в отношениях завелся третий кто-то, грызун, который вносит в вашу любовь, в ваш брак или в ваш дом какой-то раздрай. Да, тут прям война у вас идет. Или это кто-то третий, например, не знаю, там, в вашу любовь, в ваши отношения вмешивается, там, например, чья-то мама или какая-то родственница. Еще это могут быть переживания, но вот давайте мы все-таки уточним, из-за чего вы здесь так стрессуете. Ну вот эти карты сказали, да, есть сейчас проблемы, но тучи, как правило, это временные. Улучшение ситуации у вас уже на горизонте. Просто пока, я говорю, вы этого не видите из-за того, что чересчур переживаете. Но обратите внимание, крысы — это уже назревает стресс. Так. Ну вот в доме, в семье, да, рыцарь мечей. У кого-то может быть неожиданная поездка куда-то. Может быть, вот реально по аистам вы хотите куда-то уехать. Но вот что-то не реализуется, пока не ясно. Как бы карта говорит, вы, да, не знаете, но, скорее всего, поездка состоится. Причем неожиданная. То есть вот звонок, и вам нужно будет куда-то сорваться в дорогу. Еще рыцарь мечей — это или защита, или нападение. Карта может говорить об очень сильном конфликте с кем-то, вплоть до войны. Ну и в отношениях тут пятерка мечей. Ну давайте мы этого рыцаря уточним. Что здесь? Вот какая-то поездка у вас может быть связана с работой. Потому что вот здесь вот в работе вы стоите, что-то ждете. Какого-то приглашения. Например, вы хотите эмигрировать. Ну это как вариант. Или уехать куда-то в другой город по работе. Но вот очень сильно переживаете, потому что непонятно, решится этот вопрос или нет. Карты говорят решиться. То есть вот здесь прозвучит какой-то звонок или сообщение, и вам нужно будет отправляться в дорогу. Может быть, вы едете там кто-то один из вашего дома, или вы отправляетесь всей семьей. Но также здесь могут быть конфликты из-за детей, какие-то ссоры, может быть, по поводу воспитания ребенка, ну или каких-то домашних дел, или все-таки здесь какая-то новая влюбленность, или у кого-то новый роман. Давайте посмотрим. Да. Ну, в принципе, все, что озвучила. Двойка еще может говорить о заключении какого-то контракта, и вот вам нужно будет куда-то уезжать срочно. Конечно, это не обязательно за границу, это может быть и по делам, по работе. Вот что-то вы ждете. Что вы здесь ждете? Приглашение на новую работу? Или, может быть, вы сейчас в карьере, в бизнесе стоите на развилке. То есть остаться там, где вы есть, или, может быть, что-то предпринять другое, или, может быть, согласиться на чье-то предложение, или, может быть, куда-то уехать. Мы сейчас это тоже уточним. Ну тогда давайте посмотрим в отношениях у вас
Пятерка, да, это война. У кого-то, может быть, произошел разрыв отношений, из-за этого вы очень сильно переживаете. Или у вас, я говорю, завелся кто-то третий в вашей любви. Или, может быть, вы состоите в отношениях с несвободным человеком, и здесь вы на этой неделе, ну, очень сильно переживаете, да. Может быть, вы выставляете человеку ультиматум. Решай, или я, или там он, она. Вот это у меня смотрит. Давайте посмотрим. Ну, смотрите, если человек вам дорог, независимо в каких отношениях вы находитесь, то подумайте, потому что если ультиматум, то будет разрыв. Если вы инициируете этот разрыв, то тогда рухнет ваш устоявшийся мир. К чему он приведет? Ну, кто-то здесь разрушит старые отношения и вступит в новые. У кого-то здесь переезд. И, скорее всего, всей семьей. Пятерка может говорить, что или вам придется собираться экстренно, как и по рыцарю мечей. Не знаю почему, но нужно будет просто очень быстро собираться. А по башне, да, это вот неожиданность. Это вот нарушается наш устоявшийся уклад жизни. И перелет на самолете у кого-то. Может быть, еще пятерка говорит, что там начнется конфликт с родственниками. Ну, кого-то вы оставляете, там, может быть, родителей или, наоборот, детей. И здесь будет, может быть, недопонимание в отношениях с кем-то. Кто-то разругается в пух и прах, съедет с жилья. Императрица. Это построить свою империю. С кем-то вы не сошлись характерами, с кем проживаете, и вы просто принимаете решение съезжать. Может быть, вы снимаете квартиру или покупаете. Это может быть договор купли-продажи или договор аренды найма. И здесь будет очень быстрый переезд. Давайте уточним работу. Ну, я уже практически его озвучила. Давайте посмотрим, относительно чего здесь у вас такие сомнения. Да, но здесь смерть. Смерть – это окончание одной работы, закрытие бизнеса, это перемена места жительства. Двойка – это говорит, что у человека есть какая-то работа или он находится на каком-то месте, но его это уже не устраивает. Это карта трансформации и перемен. Финансы. Старший аркан императрица. Да, у кого-то, может быть, меняется статус, у кого-то, может быть, какие-то детские приходят, или вы покупаете свое жилье, это тратится на новое жилье, да, у вас тут еще шестерка, это украшение дома, как все перевернутые. Туз пентаклей еще. Но вы знаете, еще императрица говорит о больших тратах, когда нам хочется жить в роскоши, вот быть как императрица. Скорее всего, это нам не по карману. Может быть, из-за денег тут какие-то у вас ссоры. Но также по финансам здесь может идти поддержка от мамы чьей-то. То есть есть женщина, которая может помочь вам на этой неделе материально. И в совет предупреждения у нас девятка пентаклей. Ну, здесь, знаете, если уж вы тут очень сильно переживаете из-за каких-то денег, может быть, даже у вас в семье там скандалы, ссоры. Здесь карта говорит о каком-то счастливом случае, вот поймать вот эту удачу за хвост. Может быть, это получение наследства, или получение хорошей суммы денег, или это решение вопросов с недвижимостью. Но переезд будет сложный. Да, вот через какие-то конфликты, через какие-то неожиданности, вот через башни, через пятерку мечей. Но вопрос-то вы этот решите. Еще карта говорит, если вы в последнее время очень много работали, вот сейчас вы получите ваш урожай, но для этого, может быть, вам нужно будет довести какой-то проект или какое-то дело до конца. И тогда результат вы получите. И обязательно себя чем-то порадуйте. Но все-таки вот как здесь по императрице, да, какие-то очень уж больно дорогие вещи, подумайте, стоит ли покупать. Но вот какая-то хорошая возможность у вас на этой неделе предоставится. Да, непростая неделя.
Но в любом случае закончится она очень для вас позитивно. Хорошо, стрельцы. Давайте для вас еще получим совет от королевы Луны. Так, совет. Ну, блоссоминг — это цветение, расцвет. Карта говорит, если вы что-то запланировали, то не сдавайтесь. Да, цветение, вот как раз это получение результата. Да, вокруг вас сейчас может быть очень много зависти. Вот эти вот крысы, да, может быть, это какие-то еще недоброжелатели. Поэтому не обращайте внимания на то, что говорят или думают о вас другие люди. Для вас сейчас пришло время расцвести. Сажайте ваш урожай, чтобы из него выросло то, что вы хотите получить. Ну и давайте получим ответ маятника. Маятник, ответь, пожалуйста, стрельцам на их запрос, да или нет, на неделе с 14 по 20 февраля. Ответ да. Так что все у вас будет хорошо. Ну, у меня для вас все. Я желаю вам удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Приветствую вас, Козероги. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Основные события этой недели. В конце прогноза у нас будет маятник. Он ответит на ваш запрос, да или нет. Что вас ждет на предстоящей неделе, Козероги. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Козероги, неделя с 14 по 20 февраля. Вот Ленорман нам сказал, что вы можете получить какое-то предложение. Это или друг, или, может быть, любимый человек, или какой-то родственник. И вы встанете перед выбором. Этот человек может вам или что-то предложить, или дать отдельный совет. Но также это может быть предложение и по работе. Еще это может быть предложение поехать куда-то с другом, подругой. Это может быть сотрудничество по работе. А здесь у вас дом, семья, ложится 8 мечей. Это ограничение. Здесь еще может быть у вас вот человек, которого я озвучила, да, ну тут не буду уже. Может быть еще коллега на работе может пригласить вас, например, заняться спортом или какие-то пешие прогулки или бег по утрам, например. Может быть, у вас сейчас какие-то ограничения есть, или вы ограничиваете себя, мало двигаетесь. Также здесь может быть помощь финансовая от какого-то родственника, если 8 связана с ограничениями, например, что вы себе отказываете во всем. Ну, например, у вас есть кредиты, и вам нужно их выплачивать. Значит, другие сферы вашей жизни от этого страдают. Может быть, кто-то взял ипотеку, и вот сейчас этот процент бешеный растет уже в 2 раза, да? Может быть, не знаете, как вам выпутаться, потому что и в деньгах здесь у вас какая-то, да. Но десятка всегда говорит о сложном положении, когда человек нагрузил себя какими-то обязательствами, ответственностью, может быть, много кредитов.
Может быть, есть долги, и вы не знаете, как вам от всего этого освободиться. Да, вот семерка — это может быть уже отбиваться от каких-то звонков, от судебных приставов, ну, как вариант. Может быть, у вас сейчас произойдет вот это вот что-то с работой, но здесь вот идет предложение от какого-то человека, то ли по поводу работы, то ли партнерства, то ли помощь идет. Помощь, подарок в вашей жизненной, сложной жизненной ситуации. Тут в отношениях еще звезда появляется. Так, давайте вам совет здесь посмотрим. Перемены идут. Идут. Перемены — это именно освобождение вот от этих ограничений. Ну, какой-то человек может вам помочь. Это еще может быть какой-то специалист, потому что вам в совет еще ложится маг. Страшный суд — это освобождение или избавление. Если у вас были какие-то судебные дела, но и, скорее всего, этот вопрос затянулся, то здесь вам нужно нанять какого-то специалиста, мага, да, может быть, юриста, там, адвоката, который поможет вам наконец-то завершить то, что тянулось годами. То есть выйти из этих судебных разбирательств. Также освободить вас от каких-то долгов, обязательств. Ну вот, может быть, я говорила, тут помощь от кого-то. У кого-то может быть переезд. То есть это отправиться в какую-то дорогу. То ли вы с кем-то поедете, то ли вы получите от кого-то приглашение. Может быть, это связано, например, с работой. Это уезд куда-то на заработки. Но мы сейчас еще эту башню уточним. Сами вы здесь уйдете? Или, может быть, откажетесь от каких-то проектов, закроете бизнес? Или, может быть, предприятие ваше там закрылось? Так, ну, в отношениях у нас ложится звезда. То есть тут появляются какие-то надежды. Да, если вы были в поиске, здесь есть шанс познакомиться. Тут вас даже могут пригласить куда-то, в какую-то дорогу или на какой-то праздник. И вы там можете познакомиться. Это может быть еще знакомство через интернет. Но в любом случае звезда всегда говорит о начале новых перспективных отношений. То есть с этим человеком вас ждет чудесное будущее. А если вы уже в отношениях или в браке, здесь у вас может исполниться какая-то ваша заветная мечта. Ну, кто-то, может быть, принимает решение вступать в брак, кто-то может переехать, если это желание ваше было обрести собственное жилье, может быть, получить какие-то наследственные дела и обрести свое жилье, да, но при помощи, опять же, специалиста. У кого-то могут быть, были проблемы со здоровьем. Звезда может говорить о том, что у кого-то наступит беременность, если это ваше было желание. Но опять при помощи какого-то специалиста. Ну, давайте мы эту звезду уточним. Да, здесь смена статуса, здесь или свадьба, или решение вопросов с жильем, вступление в наследство. Если были холостой, холостая, то это смена статуса, да, на возлюбленную, возлюбленного. Ну и прибавление в семействе. А также идет помощь от семьи. Да, может быть, вот если у вас реально тяжелое положение, карта вам советует обратиться к своей семье. Помощь вы получите. Ну, давайте работу посмотрим. Башня. Башня — это, как правило, или вы сами уходите, или вас увольняют, или какие-то ваши проекты потерпели крах. А может быть, вы куда-то переезжаете, в другую страну, например, и, естественно, будете менять работу. Да, здесь есть или уход. Ну, восьмерка говорит, что человек недоволен или работой. Стоят 8 полных кубков, но вы от них уходите. То есть или какая-то работа, проект или бизнес не приносит вам того, на что вы рассчитывали, или вам нужно куда-то уезжать. И вы оставляете любимую работу позади себя. Но здесь смена работы или смена рода деятельности. Финансы. Ну, финансы здесь, да, отбиваться от кого-то, пытаться удержать равновесие, когда со всех сторон на вас нападают. Есть шанс добиться своих финансов.
Ну, семерка и восьмерка, да. Это или получение тех денег, на которые вы рассчитывали, но придется за них побиться с кем-то. Или опять же карта говорит о каком-то переезде, перемещении, перелете. Или для того, чтобы пришли деньги на счет, вам придется, ну, проявить упорство. Или все-таки это от кого-то помощь. Ну, совет я уже сказала. Или ваши активные действия помогут вам решить сложные вопросы, или все-таки вам нужен специалист. Если вам предлагают какое-то новое дело, подумайте об этом. А если куда-то зовут поехать, то тоже рассмотрите этот вариант. Вы здесь можете начать что-то очень для вас перспективное. Так, ну давайте, козероги, получим для вас совет от оракула Луны, краю Луны на этой неделе для вас. Darkness. Да, Darkness — это темнота, и мы видим, что вот эта дорога, которая перед вами лежит, в никуда, да, в неизвестность какую-то, еще это все освещено Луной, то есть путь очень даже для вас темный. Здесь очень много ваших сомнений или просто боязнь того, что вас ждет там, вот в этой темноте. Но вам сейчас карта говорит, если реально вот вам страшно шагнуть во что-то новое, возьмите какой-то небольшой период, изучите вот этот путь, который вам предлагается, спланируйте и выработайте стратегию, чтобы появилась ясность, куда двигаться дальше. Ну, еще тут Луна у нас. Слушайте свою интуицию. Так, ну давайте посмотрим для вас, козероги, ответ маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, козерогам на неделе с 14 по 20 февраля на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». У меня для вас все. Я желаю вам хорошей, удачной недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Водолейчики, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Основные события этой недели. В конце у нас будет маятник, поэтому подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы и совет предупреждения от Таро. Сюрприз, неожиданность, водолеи с 14 по 20 февраля. Да, ну здесь кто-то закончит какие-то тайные отношения. Может быть, из-за того, что у вас появился какой-то новый интерес. Или кто-то из семейных водолеев выйдет из брака, в котором, скорее всего, мужчина был неверен. Может быть, ради ребенка. Кто-то, скорее всего, из женщин начинает какую-то то ли новую работу, то ли новый проект. Вот, восьмерка пентаклей. Но еще у кого-то может произойти беременность. Может быть, вам наконец-то какой-то врач поставит правильный диагноз, и вы сможете забеременеть. Да, но вам на эту беременность придется потратиться. Так, хорошо, давайте тогда посмотрим дом, семья. У вас ложится король кубков. Ну, для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный или какой-то родственник.
Да, человек заботливый, вы всегда можете к нему обратиться за помощью, поделиться чем-то, и он сделает все, что в его силах. Также это, конечно, всегда показывает короля любви. Но в совет у вас ложится король жезлов. То есть у кого-то из женщин может быть выбор из двух партнеров. И есть с кем-то связь, отношения, может быть, вы живете вместе. То ли у вас здесь появился новый любовный интерес, то ли все-таки здесь какое-то соперничество, или это все-таки тайная связь. Ну, давайте мы уточним этого короля. Да, здесь у вас выбор. Для женщин здесь выбор из двух партнеров. И выбор вам сделать сложно. То есть какие-то отношения вы на этой неделе закончите. А вот какие? У нас и там ребенок, и здесь шут. Почему у меня карта перевернутая? Да, здесь у вас туз кубков, это любовь, и тайная жрица, это тайная связь. Тройка, четверка. Здесь или что-то с ребенком связано, с беременностью. То есть вот от этого короля кубков это, скорее всего, врач, да? Наконец-то решится вопрос с зачатием. Также это закончить одни отношения и окунуться в новые. Но очень много сомнений. Ну, вам в совет ложится король жезлов. Здесь как бы король кубков, человек очень надежный. Скорее всего, влюбленный. Но если вы состоите в любовном треугольнике, а этот человек может быть свободным. Но в любом случае вы здесь какую-то тайну раскроете или какую-то тайную связь закончите. Давайте десятка, да? Десятка. Может быть, человек вам финансово помогал, или все-таки здесь что-то связано с беременностью, помощь от врача. Десятка. Заканчиваются какие-то муки, переживания, страдания по поводу того, что вы не можете забеременеть. Здесь идет помощь от врача и... Сейчас. Что ж такое-то, да? Так, и правосудие. Да, ну смотрите, здесь или по верховной жрице ставится правильный диагноз и беременность. У кого-то окончание тайных отношений, в вашу жизнь приходит новая любовь. Кто-то подает на развод. То ли вы влюбились, то ли ваш партнер-партнерша нашли кого-то на стороне. Если вы были в поиске любви, то здесь окончание одиночества, но для этого вы должны решиться на эти новые отношения. А здесь, может быть, стоит вопрос о том, как ребенок ваш или даже несколько детей воспримут вашу новую любовь. Еще старший аркан справедливость говорит, если вы заканчиваете одни отношения, начинаете другие, там, или заканчиваете брак, то взвесьте все за и против, потому что это очень ответственное решение. Вы не только за себя принимаете этот вопрос, но еще и за ваших детей. И если уж такое решение принимаете, то берите за него на себя ответственность. Работа, карьера, бизнес. Здесь какое-то новое или запланированное начинание. Может быть, новый проект, новый заказ. Да, хорошие перспективы. Кто-то может вообще найти новую работу. Или начать вот какое-то свое дело. Или получить хороший крупный заказ. Да, это от вас потребует обучения или получения каких-то новых знаний, навыков. Но здесь есть и повышение заработка, и материальной стабильности. То есть по семерке это вложиться в какое-то новое дело. Да, вы должны понимать, что работать придется много, и быстрого урожая не будет. Но семерка это всегда медленный, но уверенный рост. Да, кто-то будет тратиться, может быть, на беременность. Еще это, знаете, вложиться во что-то и ждать, когда вы получите свои финансы. Ну, вкладываться можно и в недвижимость, и в валюту, или в какое-то дело, проекты, перспективы.
Или, может быть, вам кто-то пообещал вот эту шестерку, да, помощь финансовую. Ну, скорее всего, это будет чуть позже. Вот на этой неделе вам еще придется что-то подождать. А вот для мужчин здесь как совет предупреждения. То ли карта показывает вас, что вам нужно взять какое-то дело в свои руки, действовать решительно, целенаправленно, может быть, даже рискнуть в каком-то вопросе. Или все-таки положиться на какого-то короля жезлов, это может быть представитель огненной стихии, или человек, который работает на себя, или занимает какой-то руководящий пост. Иногда еще на мужчин эта карта накладывает решение вступать в брак. Ну а для женщин также совет может быть помощь от такого короля жезлов. Или если вы здесь выбираете между двух мужчин, то короля жезлов всегда показывает очень страстные отношения. Тот мужчина-лидер, это примерный муж, семьянин, прекрасный любовник. Да. Ну, что сказали карты? Давайте еще получим совет для водолеев от королевы Луны на эту неделю. Совет для водолеев. Ханги. Ханги — это голод. Да, голод или жажда. То есть в нашей жизни всегда есть недостаток чего-то и страстное желание это получить. Оно обязательно к нам придет. Просто не позволяйте своему голоду слепо и полностью диктовать вам ваши действия. Старайтесь взращивать добро и надежду внутри себя. Да, такой вам совет. Ну, давайте еще посмотрим маятник для вас. Маятник, ответь, пожалуйста, водолеи на неделю с 14 по 20 февраля на их запрос, да или нет. Ответ да. У меня для вас все. Я желаю вам хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Рыбки, рыбоньки, здравствуйте. Давайте посмотрим, что вас ожидает на неделе с 14 по 20 февраля. Основные события этой недели. Также у нас в конце прогноза будет маятник, который ответит на вопрос «да» или «нет». Так, рыба недели с 14 по 20 февраля. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, рыбы, неделя с 14 по 20. Да, ну как сюрприз, неожиданность, нам карты показали, что вы на этой неделе получите какой-то важный для вас официальный ответ. Ну, это что-то связано с государственными структурами. Какие-то важные двери у вас откроются, может быть, при помощи какого-то ресурсного человека. Но для женщин, может быть, это ваш супруг или какой-то покровитель, или, может быть, это ваш начальник на работе. Также здесь идет финансовые поступления, прорыв, получение денег или какое-то финансовое вознаграждение. Это может быть и на работе, или приход каких-то финансов из какой-то государственной структуры. Может быть, это банковская сфера или
решения вот вопросов официальных. Но вообще медведь показывает очень устойчивое финансовое положение в вашем доме или на работе. Тут у нас на работе еще ведь и девятка кубков. Тут тоже какая-то хорошая или прибыль, или продвижение по карьере, или получение должности, о которой вы мечтали. Тут или ваше действие, или все-таки показывает какого-то ресурсного человека. Но в любом случае вам карты говорят, что на этой неделе кто-то из рыб может решить какой-то важный вопрос для вас, а кто-то получит хорошую прибыль. Вот дом-семья, у вас есть какая-то ситуация, в которой вы испытываете потребность в эмоциональном равновесии. То есть здесь человек закрывает глаза то ли на какую-то правду, то ли на доставляющие вам беспокойство какие-то факты. Вот вы пытаетесь сохранить равновесие в ситуации, где вам нужно будет принимать решение. Но вы тянете с этим решением, потому что не уверены. Тут то ли какой-то выбор, то ли сомнения по поводу какого-то решения. Здесь карта советует вам слушать вашу интуицию. Или если решение еще есть время, может быть, вот как бы переспать и утром со свежей головой встать, может быть, вы поймете, как вам действовать. После двойки идет тройка. Тройка — это мы от чего-то отказываемся. Но вам в совет ложится умеренность. Она вам сейчас говорит не предпринимать на этой неделе никаких важных решений. То есть пусть все идет так, как идет. Сейчас вот на этой неделе вам нужно просто плыть по течению. Оставайтесь в зоне своего комфорта, но найдите вот этот вот эмоциональный баланс внутри себя. А нужные события, вещи, люди, они обязательно придут к вам сами. Ну, давайте мы здесь посмотрим, по поводу чего у вас такие сомнения, переживания. Ну да, тройка мечей. Да, как я сказала, после двойки идет тройка. Что-то или кого-то отсечь из своей жизни. Или отказаться от каких-то планов, проектов по поводу вашего дома и семьи. Конкретно по поводу чего не уточняют. Может быть, еще, конечно, ключ и башня — это решение вопросов с недвижимостью. Это может быть по поводу там квартиры, дома, земли. Но здесь нужно то ли дождаться каких-то денег, то ли дождаться совета или помощи от какого-то ресурсного человека. Иногда медведь показывает вашу маму, например. Ну вот как бы умеренность говорит, что пока ничего не отсекайте из своей жизни, улучшение ситуации произойдет. Не знаю, может быть, вы ждете каких-то финансов и уже сомневаетесь, получите, не получите. Или, например, у вас кто-то просит в долг, давать, не давать. Или вы ждете от кого-то помощи, получу, не получу. Но вот улучшение той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, оно произойдет. Может быть, не на этой неделе, потому что все-таки карта говорит подождать и не предпринимать никаких активных действий. Вот исцеление вот этой ситуации произойдет. Что вы здесь выбираете? Может быть, вы выбираете остаться, не остаться в этих отношениях или в браке. Ну, карты вам совет дали. Потому что вот отношения, здесь четверка пентаклей. Здесь или реально у вас решается вопрос с недвижимостью, а может быть, вы на что-то собираете, копите. Если смотреть по любви, для тех, кто уже состоит в отношениях в браке, здесь может быть, конечно, рутина. А рутина у нас всегда убивает любовь. Может быть, сомнения-то у вас и возникают по поводу оставаться, не оставаться в этих отношениях. Нет тут никакого движения. Но движение-то как раз и будет. Если вы в поиске, ну, поиска здесь нет. Человек сидит в своей норке. Если вы хотите встретить любовь, значит, надо предпринимать какие-то действия. А не сидеть и ждать, когда принц прискачет к вам домой.
Так, ну давайте посмотрим. Да, ну, туз пентаклей. Здесь что-то у вас с недвижимостью решается вопрос. Тут то ли вам что-то одобрят, то ли вам кто-то поможет, то ли вы получите те деньги, на которые рассчитывали. У кого-то здесь может быть известие о беременности. Туз пентаклей у нас это семя. Или может быть еще выйти вам нужно. Для тех, кто в поиске любви, карта вам говорит, выходите в люди, есть шанс познакомиться, отношения будут судьбоносные. Это может быть в каком-то общественном здании. Но башня это может быть все что угодно. И работа, и какой-то торговый центр, и банк, или кинотеатр. Но для этого вы должны выйти из зоны комфорта. Ну, ходить куда-то, общаться с людьми. Вот. Развлекаться, деньги тратить, да, на удовольствие. А не сидеть и ждать. Вот это тогда предупреждение. И есть шанс познакомиться и обрести счастье. Ну, работа, я уже здесь сказала, здесь то ли ваше решение, то ли помощь от кого-то. Здесь получение прибыли. То есть человек добился того, чего он хотел. Здесь уверенность в настоящем, хорошие перспективы на будущее. Но исполнение какого-то вашего желания связано с работой, с бизнесом, карьерой. Может быть, получение той должности, о которой вы давно мечтали. Да, башня – это наши амбициозные планы. Это продвижение вверх, это карьерный рост. Финансы, опять же, это сбор урожая. Это может быть еще траты на какие-то увеселительные прогулки, поездки. Это для кого-то подготовка к свадьбе, для кого-то, может быть, пригласят вас на какой-то день рождения, но это траты на подарок. Но вот здесь вас могут куда-то вот пригласить, и вы можете познакомиться. Еще могут быть траты на какое-то обучение. Может быть, это, знаете, обмывать новую работу, например. Вы получаете должность, ну и собираете там друзей на работе, да, вот какой-то корпоративчик. Ну, естественно, это будут траты. Но в любом случае здесь или получение прибыли, или траты на какие-то развлечения, удовольствия. Ну вот совет, для кого-то совет, говорят, пока не предпринимать никаких активных действий, тем более если вы тут или разорвать отношения хотите, или от чего-то отказаться. А вот для тех, кто, наоборот, сидит и ждет у моря погоды, вот вам, наоборот, нужно уже выходить из норки и общаться с людьми. Есть шанс обрести счастье. Тут еще через отношения может быть обретение какой-то или работы, получение работы. Может быть, встретитесь с каким-то человеком в общественном месте. Этот человек может вам дать какие-то перспективы по работе, да, или какие-то проекты. Давайте еще получим для вас совет, рыбы. Совет на эту неделю от оракула Королевы Луны. Purity. Purity – это чистота. Ну, карта вам советует искать самое простое и ясное решение. Осознавайте мотивы того, что вы делаете, будьте максимально ясны в своем общении и стремитесь к позитивной чистоте в вашей жизни. Так, ну и ответ маятника для рыбок. Маятник, ответь, пожалуйста, рыба. На неделе с 14 по 20 февраля на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». Ну, у меня для вас все. Я желаю вам удачной, хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания.